Юрий Маричев Вячеслав продал уже 8 своих работ. Его поздравляю. Люди рады моим работам, и мне приятно очень за теплые отзывы. Спасибо большое за ваше письмо. Будем вместе ждать, когда продастся 9-я работа. Жорж, завтра, 12 января, пишите натюрморт. Да, в прямом эфире в 15 часов по Москве. Буду писать. Еще можно присоединиться даже ко мне в мастерскую приехать. Есть такая опция, заходите на сайт, там все условия написаны. Жорж продолжает. Второй вариант предусматривает непосредственное присутствие в мастерской, когда вы будете писать натюрморт. А есть возможность одновременно с вами пописать самостоятельно. Конечно, есть. Пишите на здоровье параллельно, без вашего вмешательства, абсолютно. А не просто присутствовать. Да, пишите. После окончания работы обсудим результаты, поговорим о современном искусстве. Или такой вариант неосуществим по каким-то причинам. Все варианты изложены на сайте. Я не очень понимаю. Надо расшифровать. Вы где хотите параллельно писать? В моей мастерской или у себя? Напишите тогда. Если в моей мастерской, то на сайте регистрируйтесь и приезжайте на здоровье. Я очень рад, что этот формат новый заходит, как модно сейчас выражаться. Заходит. Мне зашло это. Будем это продолжать. Буду писать не только натюрморты, но и разное всякое другое. Еще напомню, друзья, что персональная выставка идет в Санкт-Петербурге в галерее живописи 20 века. Выставка работает до 15 января. Кроме понедельника и вторника можно ее посещать с 11 до 20 часов. Ольге редко бываю самодовольной, больше самокритичной. Ну, это нормально, все так, наверное. Но если картина удалась, на мой взгляд, то тут уж, конечно, радость на сердце. И мир в ярких красках. И всех люблю. А вы, Вячеслав, бываете недовольны своей работой? Что вы с ней делаете? Пишу, пока не стану довольным. Я замазываю, пишу другую. Бывает такое. Но про то, что не получилось, помню и думаю, как бы ее написать по-другому. Да, замечательно. Ну, если все в тоне собрано, если вас в тоне все устраивает, ну вот что-то червячок сомнений точит, что-то не так вы чувствуете, то только композиция. Значит, не так все расставлено, не так все скомпоновано, по пятну не работает. То есть нужно искать другое решение, другой вариант композиционный. Если с композицией все в порядке, то, значит, цветовое, ну и там так далее, тональное, нужно искать. Да, бываю недоволен все время. Фактически это преодоление недовольства, работа над любой картиной. Сделал первый мазок, там, имприматуру, ну, заложил отношения, недоволен. Идешь дальше. И так до тех пор, пока внутри вы не почувствуете, что все хорошо. Как-то Врубель подошел на улице к одному, художник кто-то писал, и он, не называя себя, подошел и сказал, что разве так нельзя писать, у вас переднего плана нет. А он, как известно, очень отрабатывал прям идеально передний план. Все по планам разбивать нужно. Он очень требовательно к себе в этом смысле относился. Да, и он сказал, что вы там на заднем плане так много деталей и все разработали, что живопись превратилась в энциклопедию. Это так писать нельзя, он сказал. Бывает и так, что недоволен своей работой, отставляю ее. Коньяк должен настояться. Она стоит день, два, 12 дней, 12 лет, 20 лет. Потом раз, и можешь что-то вдруг понять, как ее прикончить. Можно все переписать. Но всякое бывает. Ирина Стрельцова. Как я рада, что я нашла вас. Окончила в детстве художественную школу. Затем большущий кусок жизни не рисовала практически. Так очень-очень изредка. Сейчас в 59 почти лет захотела вернуться к рисованию. Прекрасно. И вот хожу и прокрастинирую. То есть даю себе обещания и не выполняю. Да? Страх листа, холста, страх неудачи, страх потерять интерес
когда не будет получаться. И не будет, это точно. Ведь столько лет не брала кисть мучений, в общем, как начать. Да с чего угодно начните. У меня был перерыв лет в 15, и я взял карандаш в руки, и было ощущение, что я буквально вот вчера было занятие в Строгановке, сегодня я продолжил. Мастерство не пропьешь, вы начнете развиваться, совершенствоваться с той точки, на которой остановились. Когда в художке учились, поскольку мы совершенствуемся всю дорогу до конца дней, это вот такая удивительная практика художника, все время становится лучше, каждая новая работа – это вызов, потому что ты всегда по-новому стараешься ее решить. Это как у артиста, видимо, выход на сцену. Тысячный раз он играет спектакль один и тот же, но всегда все что-то меняется. Там кто-то забыл, например, слова. Нужно ему как-то что-то подсказать, бумажку втихаря там подсунуть. Или просто не то сказал, например. Они разыгрывают еще часто друг друга. Что-то там у Евстигнеева, по-моему, какой-то зубок был на Табакова за розыгрыш. И он что делал? Там такая сцена, что-то Ленин, там какие-то дела. И нужно было, чтобы Табаков, артист Табаков, в роли пожал ему руку. И Евстигнеев намазал ее густо вазелином. И в какой-то момент подал ему руку. И тут Табаков даже пожал и не раскололся. Хохотали они после всей этой истории. В общем, они друг друга подкалывают. Всякое бывает. Страх неудачи, страх листа. Ничего, начните с чего-нибудь. А лучше всего с рисунка, с композиции. Много делайте композиции. На любую простую тему поставили, как пизурок, вазочку. И композиционное решение. Справа, слева, с тенью, без тени, и так далее. Дальше сложнее. Голову порисуйте. Свою, в конце концов, если нет рядом головы какой-нибудь. В зеркало. Бам. Сколько у Ван Гога или у Рембрандта автопортретов. Не каждый день была возможность натурщику платить. Себя рисовали. Мордуленцы всегда есть в доступе. И зеркала наверняка у вас дома есть. Пишите. Моя школа в помощь. Сейчас акция, скидка новогодняя. На все уроки 50%. Представляете? И курсы тоже минус 35%. Еще я некоторые работы вывесил вам для продажи. Тоже за полцены, небольшого формата. Вы их покупаете, и я их немного дополнил уже. Так что посмотрите обновление. Геннадий Калинюк, Вячеслав Короленков. Да, Геннадий Калинюк, я прошу исполнить мой каприз. Раз в неделю, минут 5 видеоэфира уделите нашему музыкальному просвещению. Или развлечению. Так, хорошая идея. Или переключение внимания учеников. То есть на что-то другое, да? Я уверен, 5-7 минут в неделю посвятите музыке просто необходимо. Классика, джаз, бардовские песни. Вы же сами наполовину музыкант. Порадуйте народ песенкой, игрой на гитаре или пианино. Здорово получится. Будет не так монотонно выглядеть беседы. Хоть они изначально однозначно хороши, проходят с пользой, шутками и юмором, но с музыкальной переменкой. Будет еще лучше, новаторство никто не отменял. Бум-бум-бум. Такое предложение. Хорошо, спасибо, Геннадий. Я подготовлюсь и что-нибудь тогда придумаю. Иногда буду что-то делать для этого. Я в музее хожу, делаю переменки, выставки показываю. Недавно сходил на Маляве на Архипова, подготовлю материал, вам покажу. Я читаю книжки в эфире, в роликах. Коровинскую читаю, она у меня тут настольная, очень приятная. Потом, что еще? Эссе читаю. Еще до музыки, да? Дело уже почти доходит. Я действительно сочинял какие-то песенки и кое-что, или просто что-то такое наигрывал. Так что ждите, сюрприз будет. Лиза Петерс. А вы каждый день пишете?
Ну, стараюсь, не всегда получается. Ну, либо над композициями работаю, над рисунком. Я сейчас работаю над проектом таким важным. Вот у меня все время какие-то композиционные решения возникают. Холст метровый. И, ну ладно. Так, вот приблизительно в неделю в рядовые будни. Они у меня всегда и будни, и праздники. У меня нет ни праздников, все время праздники, вернее. Каждые будни. Если вы не запланировали мастер-классы, у вас выходит сколько картин? Ну вот, я не могу все в бухгалтерию превратить в подсчеты. Я не о математике, просто увидела здесь видео с вашей выставки, поразилась, что выставка большая-пребольшая. Очень много работ. Сколько же времени вы их собирали? Да это еще не все, их осталось тут много, еще можно. На манеж, наверное, хватит. Так, сколько времени примерно ушло на написание такого количества работ? Да не так уж и много на выставке. 170, немного более 170. На выставке они покупаются. Кстати, приезжайте, может быть, что-то вы подберете для себя или для друга, подруги. Просто хочется понять, какова ваша работоспособность. Большая. На что равняться? На самую такую, которую вы чувствуете, как вам комфортно. Если пишете, хочется отдохнуть, это же не вагонетки разгружать. Сели, посидели, отдохнули. Не хочу сегодня писать, не пишу. Хочу вина выпить, выпью вина. Хочу не выпью, не выпью. Слушайте себя. Чего? Что я-то? У каждого из нас совершенно разная погоня на этой художнической бесконечной красоты дистанции. Ваша работа мой ориентир, как надо писать, очень нравится. Спасибо вам, спасибо за ваше творчество. Спасибо, Лиза. Дело совсем не в количестве, я уверен. Но напишите одну работу, такую, как, например, Монна Лиза, или там, я не знаю, Мадонна Лита. Что-нибудь одну за всю жизнь. Для того, чтобы ее написать, нужно много потрудиться, чтобы она получилась вот такого уровня. К одному призываю. Ставьте планку высоко, прям сильно высоко, и постепенно к ней разбегайтесь. Не допрыгнули. Опять тренироваться надо. Немножко опустили планку, перепрыгнули, подняли. Как в спорте. И самое главное, чтобы вы получали наслаждение даже от процесса познания, этого изучения, исследования. Это великая наука, штука живопись. Величайшая. Потому что тут подключены еще, мало того, грамота, но и эмоции. Друзья, не забывайте отметиться в журнале и там делитесь с друзьями, задавайте вопросы интересные. Будет веселее. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «630». Такое название. Универсальный язык искусства. Пока, ребята.